мифических глубин, погружает в драматическое противостояние стихии и древнего ужаса. Говард Лавкрафт бросает пронзительные взгляды из темноты пугающего безумия, обрамляя историю странной и притягательной фантазией. Уильям Юбинг умело создает напряжение уже в самом начале. Персонажи оказываются в эпицентре катастрофы и вынуждены бороться за свою жизнь каждую минуту. Герои находятся в постоянном движении между трагедией и спасением, которое эмоционально вовлекает зрителя и подогревает интерес. Актеры справляются со своей задачей. Они по-своему уникальны в рамках психологического ограниченного пространства и вызывают симпатию. Картина интересная, хорошо снята, все происходящее воспринимается реалистично. И это тот случай, когда хочется более интригующего продолжения. Тем более, сам финал намекал на сиквел, но, к сожалению, доход от кинопроката не вышел в плюс, и, наверное, если и будет продолжение, то только в телевизионном формате и с меньшим бюджетом. Вынужден признать, что проклятие Карпентера, когда его нечто провалилось в прокате, на этот раз преследует Уильяма Юбинга. И мне очень печально, что такие фильмы, как «Мэг», будут приняты зрителем и получат глупые продолжения, а талантливые творцы, как Уильям Юбинг или Нил Бломкамп, уйдут в малобюджетное независимое кино. Охотник с Уолл-стрит. Это трогательное кино с серой моралью, исследование вопросов этических норм и противоречий на пути к благополучию в современном обществе. И пусть вас не настораживает меланхолический тон жанра, фильм очень увлекательно рассказывает личную историю успешного, корыстолюбивого менеджера, жизнь и мировоззрение которого будет постепенно меняться. Джерард Батлер – харизматичный, яркий актер с сильным мужским образом. И когда он меняет амплуа Рэмбо на разноплановые драматические эксперименты, это лично для меня всегда интересно. Конечно, кардинального перевоплощения не будет. Фильм ориентирован на массового зрителя, и Батлер все так же уверен и целеустремлен. Его персонаж знает, чего он хочет и как это получить. Его цель не подразумевает поражение, и он способен на безнравственные поступки. Герой фильма – успешный карьерист и добропорядочный семьянин. Он, как каждый американец, желает благополучия своей семье. Это и есть его мотивы. Он выполняет идеологическую программу, продиктованную необходимостью и условиями. В его стремлениях нет противоречий. И только его жена подсказывает альтернативный путь, но он не готов понять и осознать, что для счастья важны не только финансовые возможности, но и внутреннее примирение, которое может открыть новые перспективы и свободу выбора. И судьба преподносит ему урок, тяжкое бремя и сложный выбор, который поможет ему сблизиться с семьей и найти душевное равновесие. Левша. Спортивная драма Курта Саттера в режиссерском исполнении Антуана Фукуа. История боксера, который, оказавшись на вершине карьеры, в один момент теряет все, что ему дорого, все, за что он боролся. Повествование придерживается проверенных формул падения и возрождения, препятствий на пути к победе, цитируя путь Рокки Бальбоа. У героя есть сильный противник, есть мудрый тренер в исполнении Фореста Уитакера и лирический интерес родная дочь, чье утраченное доверие ему еще предстоит заслужить. Но несмотря на эти условности, фильм держится особняком, погружая зрителя во внутренний мир героя. И Джейк Джилленхол выполнил эту задачу на отлично. На самом деле кинокартина не о спорте, фильм о человеческих возможностях, об искуплении, о борьбе с самим собой. И самая важная часть картины – это актер Джейк Джилленхол. Именно его трепетное отношение к деталям кинообраза, его перевоплощение помогает зрителю прожить его жизнь. Именно он является проводником к высокой точке эмоционального напряжения. Это серьезная и искренняя драма о взаимоотношениях отца с дочерью.
У картины есть недостатки. Иногда режиссер пренебрегает второстепенными персонажами и словно забывает об их существовании. Или гипертрофирует драматизм ради объяснения причин, игнорируя контекст основной идеи. Любовная линия героя и его жены не передает глубокой привязанности. Его депрессивная суицидальная реакция немного преувеличена. Динамика критического отношения дочери к отцу не читается, а только информирует зрителя. Антигерою отводится мало внимания и на экране, и в наполнении. Режиссер озвучивает тему подросткового воспитания и насилия над детьми, но не раскрывает ее. Все это, возможно, следствие ограниченного бюджета и графика. Но все эти же проблемы в той или иной степени присутствуют и в других фильмах Антуана Фукуа, за редким исключением. 3000 лет желаний. Элегантное и романтическое исследование человеческих чувств, выразительное сказочное представление с арабско-восточным сюжетом от режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера. Я с теплотой вспоминаю время, проведенное за прочтением сборника сказок «Тысяча и одна ночь». Этот фильм вновь подарил магическую атмосферу чудес и приключений. Это восхитительная захватывающая картина, которая расскажет о любви и предательстве, о коварстве и самопожертвовании, и о тоске, обратной стороне любви. Джордж Миллер – мастер, и за какое бы произведение он ни брался, оно всегда либо превосходно, либо хорошо. Его фильмография очень разнообразна, а творческий подход всегда внимателен и свободен. Вот и в этот раз творец вольно противопоставляет одиночество Тильды Суинтон с вековой печалью Идриса Эльбы. И этот неочевидный конфликт превращается в нечто большее. Удивительно, какие разные образы, но они притягательно и гипнотически очаровывают внимание своей изумительной актерской игрой. Режиссер красиво и поэтично рассказывает о чудесах и человеческих желаниях, вплетая мифические образы в хитрую игру трагедий. Этот фильм – это редкая жемчужина, которая без особых усилий пленяет романтизмом, а великолепная режиссура и художественное оформление увлекают в удивительно волшебный мир, наполненный чувством и пронзительной печалью. Строго на запад. Приятный приключенческий вестерн с философским оттенком. Фильм стал призером большого жюри World Cinema на престижном кинофестивале Sundance. Удивительно, как сценарист и режиссер Джон Маклин, имея мизерный бюджет, снял великолепную ироничную сагу щенячьей любви на Диком Западе. Да еще и привлек таких талантливых актеров, как Майкл Фассбендер и Бен Мендельсон, заполучив при этом номинанта премии «Оскар» кинооператора Робби Райна. А вы спросите, а при чем тут щенячья любовь? Все дело в главном герое юноше, который ради безответной любви преодолевает океан, чтобы встретиться с девушкой своей мечты. Наивный и добрый юноша отправляется в путь, не подозревая, что его искреннее желание не сулит ничего хорошего, а он столкнется с разочарованием и ложью, так и не повзрослев. Это путешествие маленького человека в огромном враждебном мире в исполнении многообещающего Коди Смита Макфи. И этот западный мир преподаст ему экзамен без права пересдачи. Этот кинофильм – это чудесное маленькое сокровище, центром которого являются Коди и Майкл. В их души вглядывается режиссер и любуется словно жемчужиной, противопоставляя наивную мечтательность равнодушной обреченности. За развитием мальчика и бродяги-наемника интересно наблюдать. Их вынужденное партнерство наполняет сентиментальную притчу глубиной и обаянием. Американский неудачник. Спортивный байопик по мотивам мемуаров квотербека Курта Уорнера, удостоенного чести войти в зал славы Национальной футбольной лиги.
Это реальная, непростая и драматичная история из жизни знаменитого спортсмена, а путь к успеху был чередой неудач и поражений. Только упорство, труд и любовь близких помогли ему добиться успеха. В фильме четко и ясно говорится о духовном стержне верующего христианина, но я не вижу в этой идее ничего плохого, тем более, что идея эта не навязывается. Не все люди придерживаются гуманистической жизненной позиции по тем или иным причинам, и некоторым необходимо религиозное обоснование и вера для понимания справедливости и соблюдения норм поведения для преодоления и реализации способностей. Картина фокусируется на целеустремленности и терпении, вознаграждая героя победой через испытания. Самая утомительная часть картины – это экспозиция с любовной линией. Да, режиссеру Джону и Эндрю Ирвинам, привыкшим снимать успешные христианские притчи, сложно даются романтические взаимоотношения, но и этот недостаток трансформируется к финалу в превосходство, которое поможет прочувствовать всю полноту дальнейших событий. Между главным героем и его любовным интересом формируется крепкая эмоциональная связь, и зритель с легкостью грустит и радуется, умиляется и сердится, и этот спектр искренних чувств усиливается с каждой сценой. Картина трогательная, картина воодушевляющая, картина наполнена добротой и любовью, развлекая зрителя в форме спортивной драмы, с азартом предвосхищая финал. Рыцари справедливости. Увлекательный, остросюжетный триллер о мести, но не все так просто в определении смыслового характера содержания. Картину можно назвать странной и забавной. Она содержит и жестокость, и иронию, и философский подтекст, и теологические намеки. Авторы очень оригинально и интересно погружают в детективную линию, постоянно запутывая неожиданными поворотами. То, что кажется очевидным, становится сомнительным, а затягивающая трагедия сеет только смерть, ослепляя возмездием любого, кто возьмет на себя бремя палача. Человек не способен контролировать и управлять самой жизнью. Все живое было до и будет после. Человек не способен предугадать даже свой следующий день. Вот и эта история начинается с неочевидного, как казалось бы, желания юной девушки. Она хочет получить в подарок на Рождество синий велосипед, и это безобидное желание станет связующим звеном в дальнейших кровавых событиях. Да, ирония, конечно, режиссера и сценариста Андреса Томаса Йенсена экстравагантная, как и вопрос, который он озвучивает. Почему, когда происходят чудеса, мы приписываем это божественному промыслу, а когда ударяет молния и трагедия становится реальностью, мы называем это совпадением? Режиссер обладает уникальным видением и мироощущением, способным из сложной конструкции создать привлекательную форму. Его герои живут особой жизнью, они все наделены индивидуальностью и живым взглядом. Мадс Миккельсен – бесстрашный и смертоносный солдат, взвинчивает темп свинцовыми вспышками ярости, а второстепенное комедийное трио добавляет непредсказуемости и колорита. И вся эта очаровательная банда рыцарей справедливости поднимает занавес захватывающего триллера. Доверие. Оригинальная полицейская драма с авторским почерком разворачивается в виде планируемого грабежа. Картина притягательна своей самобытностью и очарованием. Она смешивает в себе элементы личной драмы, иронии и черного юмора, насмехаясь над своими героями. Николас Кейдж – яркий и неординарный актер и открыт новым именам в режиссерском мире, но не пощадит их, если их персонажи поверхностны. Он с удовольствием посмеется прямо на экране над недостатками этих новоявленных творцов. Его мастерство мимики настолько велико, что его насмешливая пантомима легко может быть принята за импровизацию. Однако не стоит игнорировать предлагаемый им перформанс. Фильм представляет интерес своей занимательной историей, наблюдать за персонажами, которые действительно любопытно.
Сюжет направляет внимание зрителей на главных героев, которые, несмотря на свою различность, страдают от одной и той же болезни, делающей их жизнь невыносимой. Элайджа Вуд не оказывается затерянным в контрастном экспрессионизме Кейджа, да и создатели картины не стремились к такому решению. Гибко и свободно Вуд противостоит этому легендарному актеру, внушая обманчивое доверие зрителю. Фильм интересно показывает процесс подготовки к ограблению, постепенно раскрывая характеры персонажей и объясняя причины их действий. Создатели умело манипулируют сюжетом, чтобы увеличить напряжение к финальному повороту. И этот пример является подтверждением того, что сюжет был задуман с учетом его финальной развязки, и название фильма тому подтверждение. Финал картины – решение, на мой взгляд, неоднозначное, но так уж задумали авторы. Нефариус. Мистический, психологический триллер, основанный по мотивам романа Стива Диза «Гнусный заговор». Фильм погружает зрителя в исследование христианской догматики через выразительные средства кинематографии. Автор не использует философских средств репрезентации для изложения теологических норм. Он противопоставляет демона атеизму, указывая современному обществу на истинную природу зла, обличая коварный демонический план, который трудно распознать. Весь фильм представляет собой дискуссию между маньяком и психиатром, что является психологической игрой хищника и жертвы, кто кого переиграет. Но все же обычный человек не имеет никаких шансов, и только божественное вмешательство способно изменить расстановку сил на карте военных действий между добром и злом. В этом мире существуют свои законы и правила, и, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, если где-то убыло, значит где-то прибыло. Добро и зло неравноправны, а гармония между ними невозможна. Добра не может быть слишком много, а зла не может быть слишком мало. И если бы сюжет придерживался исследования этой идеи, то мы получили бы более сложное произведение. Но на самом деле это увлекательное зрелище, предлагающее пищу для размышлений. Зритель не только узнает о целях демонических сил, но и вполне может увлечься внутренним конфликтом и сомнениями психиатра, дьявольские семена которых прорастают на наших глазах и вот-вот завладеют героем, и никто не в силах ему помочь. Интересная сцена со священником. Маньяк отказывается с ним говорить, и священник символически уходит. Прорваться в НБА. Вдохновляющая спортивная драма, которая увлечет двухчасовой экранной жизнью в мире баскетбола. Одной из особенностей фильма является участие реальных профессиональных спортсменов и тренеров, что придает ему еще большую аутентичность. Кроме того, продюсером картины выступил один из лучших баскетболистов Леброн Джеймс. Такое внимание к деталям и профессионализм создателей фильма позволяют зрителям по-настоящему проникнуться спортивной атмосферой. Центром сюжета являются взаимоотношения между опытным охотником за талантами и начинающим баскетболистом. Главные герои Адам Сэндлер и Хуан Эрнан Гомес сыграли обаятельный, жизнеутверждающий дуэт актера и баскетболиста. Их переживания и преодоление преград на пути к успеху способны эмоционально затронуть зрителя. У каждого из героев есть множество неразрешенных конфликтов, и с ними они должны столкнуться, чтобы преодолеть себя, свои страхи, научиться прощать, дружить и не сдаваться. Классические приемы жанра в данном случае не являются недостатком, а наоборот, становятся преимуществом фильма. Картину совершенно не хочется обвинять в предсказуемости. Создатели с огромной любовью рассказывают о баскетболе, представляя все его аспекты, недостатки и преимущества, не забывая о достоверности. Это яркая, искренняя работа, наполненная страстью и одержимостью, которая не оставит зрителя равнодушным и не даст ему заскучать.
Похороны. Легкая и приятная судебная драма, основанная на реальных событиях, рассказывает историю иска адвоката Вилли Эдварда Гэри и его клиента Иеремии Джозефа О'Кифа против похоронной компании Лоян в 1999 году. В зале суда разворачивается увлекательное юридическое противостояние от поражений до победы. Все это смотрится осмысленно, привлекая интерес, не ослабевающий на протяжении всего фильма. Талантливый Джейми Фокс создает одну из самых ярких ролей, перевоплощаясь в самоуверенного и жизнерадостного адвоката. Несмотря на мрачное название, фильм наполнен дружелюбием и юмором. Джейми Фокс и Томми Ли Джонс отлично передают экранную дружбу, заимствованную у реальных прототипов, отчего происходящее на экране становится чем-то личным и оттого более близким. Проблемы и тревоги героев становятся понятными и эмоциональными. Авторы фильма не только художественно пересказывают события, но и затрагивают острые социальные вопросы: бедность, неравенство, необразованность, корыстолюбие и жадность корпоративных директоров. И как мне кажется, и это самое важное, создатели демонстрируют демократическую судебную систему, в которой каждый может рассчитывать на справедливость. Все эти художественные методы базируются на реальных событиях, что делает происходящее еще более убедительным, преподнося ценные жизненные уроки. Снайпер. Это остросюжетная военная драма, основанная по мотивам автобиографического бестселлера Кристофера Кайла «Американский снайпер». Клинт Иствуд – обладатель большого творческого пути от актера до режиссера. Он создал этот фильм с глубоким пониманием того, что для сопереживания герою необходимо рассказать о нем, показать человека за его военной формой. Он постепенно втягивает зрителя в хаос войны, позволяя ему проникнуться драматичностью и глубиной происходящего. Это мужское, суровое и умное кино о жизни солдата, чья тонкая красная линия может оборваться в любой момент. И только надежное плечо боевого товарища способно удержать его от падения в глубины холодного мрака. Брэдли Купер, исполняя одну из лучших киноролей своей карьеры, весьма достойно продемонстрировал простоту, сложность и многогранность этого персонажа. Его актерская игра в этом фильме заслужила множество номинаций и наград. Фильм не ставит себе целью пропагандировать ура-патриотические идеи, а режиссер оставляет зрителю полную свободу в оценке и понимании происходящего. Создатель не оправдывает войну в чужой стране и на чужой земле. Он рассказывает о войне глазами американского снайпера и делает это с захватывающим мастерством и безупречной постановкой боевых сцен. Вы можете назвать меня замаскированным под личиной кинолюбителя деревенщиной с традиционными правыми взглядами. Это ваше право. Но я считаю, что фильм отличный. Он не оставит равнодушным никого, кто готов погрузиться в личный внутренний мир снайпера и проникнуться сложностью и реалиями войны. Дикие истории. Это забавный, притягательный и трагикокомический киноальманах, наполнен черным юмором и остротой. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и получил кинопремию «Бафта». Сценарист и режиссер Дамиан Сифрон удерживает постоянный анархический темп, который не дает возможности вяло зевать, взрывая тишину эмоциональным смехом. Предположу, что многие из нас лично задумывались о том, как бы они поступили, чтобы не чувствовать себя униженным. И автор предлагает нам посмотреть, что происходит с людьми, потерявшими контроль. В каждом герое можно увидеть карикатурный образ самого себя. Просмотр этого фильма можно сравнить с психотерапией, и я не удивлюсь, если это попадание будет прямо в яблочко.
Кинокартина состоит из 6 диких историй, все герои в которых обладают ярким испанским колоритом, поражая нас безудержным гротескным абсурдом. За всем этим калейдоскопом эмоций скрывается отражение болезненного общества и открытый социальный конфликт, который обнажает несправедливость. Это уникальная киноантология, способная шокировать невероятным стечением обстоятельств, развлекая забавным и пугающим действием, где темная человеческая натура возводится в абсолют над нормами морали. День драфта. Спортивная драма, поставленная Айваном Райтманом по сценарию из «Черного списка», оказалась для меня небольшим открытием, ведь я не сильно разбираюсь в американском футболе и структуре его организации. Но стоит признать, что Национальная футбольная лига является одним из самых богатых спортивных организаций в мире, а сам футбол в Америке так популярен, что вызвал принятие закона о спортивном телевещании. Воистину, великая нация предпринимателей. Старт нового сезона НФЛ – это событие мирового масштаба, грандиозное эпическое шоу с многомиллиардными оборотами. И кинокартина «День драфта» позволит зрителям заглянуть за кулисы этой огромной индустрии, раскрыть секреты менеджмента и разобраться, что же такое драфт. Главную роль в фильме исполнил Кевин Костнер, и его обаяние и нейтральность идеально вписались в роль решительного и хладнокровного менеджера, способного изменить ход истории и привести свою футбольную команду к победе. Для этого ему придется удачно воспользоваться драфтом и выбрать самых сильных игроков, начиная с первого раунда. Однако все оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. На экране разворачивается напряженная борьба менеджеров за выбор игроков, который станет ключевым моментом для успеха всего спортивного сезона. Фильм обладает всеми необходимыми элементами драматического жанра. Здесь есть главный герой, представляющий команду неудачника Кливленд. Есть главный антагонист в лице команды Сиэтл. Есть амбициозные спортсмены со своенравным характером. Есть самодовольный владелец команды, озабоченный прибылью. Есть любовный интерес с непростыми отношениями. И, конечно, есть неразрешенный семейный конфликт. Все это многообразие мотивов давит на героя, мешает принять взвешенное решение, отвлекает от главной цели, заставляя делать сложный выбор. И только преодолев все преграды, герой приобретает достойную награду. Именно это делает фильм интересным и увлекательным. А вот насколько все эти художественные перипетии обоснованы и оправданы, решать только вам. Но нужно заметить, что критика реальных участников драфта касалась определенных профессиональных аспектов картины, но не самого сюжета в целом. Предел риска. Увлекательная и напряженная финансовая драма от талантливого режиссера и сценариста Джей Си Чендера. Картина получила несколько кинонаград и была номинирована множеством премий. Фильм раскрывает причины глобального финансового кризиса 2008 года, начавшегося с ипотечного рынка США и приведшего к банкротству крупных финансовых институтов и обвалу фондовых рынков, что негативно сказалось на обычных людях, ставшими жертвами сложившейся ситуации. В основу сюжета легли реальные события, а прототипами персонажей стали руководители инвестиционного банка Lehman Brothers, который просуществовал в индустрии целых 158 лет до своего банкротства. Но даже в такой ситуации владельцы банка не упускают свою выгоду и продают пустышки своим клиентам, извлекая максимальную маржинальность, пока финансовая зараза не поглотит весь рынок. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. А режиссер виртуозно передает начало интриги, используя загадочные числа и графики, с которых начинается финансовый крах. Кризис уже не на пороге, но никто не хотел его видеть, ведь деньги текли рекой.
Автор создает захватывающее напряжение через множество диалогов и талантливую игру актеров, чьи конфликты увлекательно развиваются в острых сценах. Кевин Спейси локомотивом пронесется к моральному финалу, гипнотизируя живым взглядом. Все актеры на своих местах, создавая образ финансовых небожителей и клерков, самодовольно взирающих с черных небоскребов мегаполиса монументальной гордыни. Перелом. Манипулятивный, психологический триллер, который погружает в мир безумия. Режиссер Брэд Андерсон, используя свою характерную манеру, воспроизводит мотивы, присутствовавшие в его фильме «Машинист», с целью создать патологическую и мучительную атмосферу внутренней боли. По моему мнению, данный фильм способен запутать и дезориентировать, создавая психологический ребус деформированного сознания, в котором герой отчаянно цепляется за ускользающую реальность, подавляя глубокое чувство вины. Он потерял уже очень многое, и его жена и дочь – это единственное, что у него осталось, ради чего он заставлял себя жить. И страх потерять свой последний смысл существования толкает его на борьбу, даже если окружающий мир перевернется с ног на голову. Ощущения бессилия, злости, тоски, тяжести, потери будут чередоваться, создавая атмосферу леденящего заговора. Режиссер не пытается создать ощущение кошмара наяву, и, возможно, его визуальные решения не обладают сильной выразительностью, а диалоги сосредоточены на тревожном моноспектакле, но они отражают реалистичное проявление стрессового потрясения. Фильм проявляет интерес к своему герою, изучает его и использует повороты сюжета, подводя его к самому краю. Возможно, этот язык кино привычен искушенному зрителю, но он способен предложить интригующую головоломку для любознательной публики, которая, вооружившись дедуктивным методом, будет анализировать улики в поисках ответа. Законопослушный гражданин. Рассерженный гражданин объявляет войну системе уголовного правосудия. Фильм был номинирован за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Для создания аутентичной атмосферы использовали тюрьму Брод-Мидл и здание мэрии Филадельфии. Борьба героя-одиночки с системой – это отдельный жанр кинематографии, затрагивающий государственные институты власти. Герой Джерарда Батлера направляет праведный гнев и ярость библейского масштаба не только на убийц и насильников, но и на исполнителей надзора, чья функция и задача – это защита прав и свобод гражданина. Главная тема кинофильма косвенно указывает на волю господствующей элиты, но зацикливается на жестоком пути линчевателя. Отказавшись от протагонизма, отравленный горем муж и отец вступает в дискурс с представителем исполнительной власти Джейми Фоксом, который озабочен не соблюдением законности, а своими 96% обвинительных приговоров. Для него трагедия человека – это всего лишь сухая статистика в амбициозном восхождении к вершинам тщеславия. Большая часть картины увлекает событиями и неожиданными поворотами. Крестовый поход против коррупции и равнодушия чувствуется близким и понятным, но интеллект домашнего террориста захлебывается в беспощадной мести. Его позиция обоснована, но лишена главной цели, опуская занавес бесконечного ада страдающего отца. Человек, который изменил все. Биографическая спортивная драма, прототипом которой стал генеральный менеджер бейсбольной команды Oakland Athletics Билли Бин. Его образ воплотил Брэд Питт, и эта роль по праву считается одной из лучших в его карьере. За основу сюжета был использован бестселлер Майкла Льюиса «Денежный мяч. Искусство выигрывать в нечестной игре», который рассказывает о методе выбора профессиональных спортсменов на основе статистического анализа саберметрики. Кинолента получила высокие оценки критиков и зрителей и была многократно отмечена престижными номинациями.
Фильм умело адаптирует документальную ленту в художественное произведение, расставляя конфликты и препятствия на пути героя, который ставит на карту свою карьеру и не желает мириться с поражением. Он, как пионер-первооткрыватель, ломает стену предубеждений и непонимания, чтобы доказать самому себе, что бейсбол – это больше, чем просто бизнес. Несмотря на то, что картина обладает более личным характером, она вполне и изобретательно объясняет внутреннюю организацию спортивной жизни, прагматично расставляя приоритеты игроков и менеджеров, а также объясняя точку зрения каждого. Это не красочное шоу, которое с азартным задором хочет развлечь зрителей. Это история о человеке здесь и сейчас, о его переживаниях и чувствах в призме профессиональных амбиций, ретроспективном анализе прошлого и взгляде в будущее. Спасение. Суровый, атмосферный вестерн – настоящий увлекательный образец жанра. Датский иммигрант Мадс Миккельсен обустроился на Диком Западе. Он много и упорно трудился в надежде обрести новый дом и достояние для своей семьи. Но его мечтам не суждено сбыться, а надежда станет отчаянием и болью в диком варварском мире беззакония и алчности. В мире, где закон – это револьвер, а приговор – это смерть. Для одинокого ветерана не останется ни сострадания, ни жалости. Он, как призрак-мертвец, будет собирать урожай кровавой мести. И только пронзительный взгляд голубых глаз станет холодным эпиграфом для свирепого врага. Это хорошее кино с густой атмосферой и ярким антигероем. Фильму не хватает наполнения, а изложение скоротечно, сохраняя при этом идентичность классического жанра. Несмотря на простоту, все в фильме контрастирует на фоне основного конфликта Мадса Миккельсена и Джеффри Дина Моргана, а выразительное суровое молчание Евы Грин подчеркивает свирепые нравы Дикого Запада, оставляя незаживающие шрамы в человеческих сердцах. Мне очень понравилась сцена встречи героя со своей семьей. Сцена необыкновенно трогательная и сентиментальная, наполненная надеждой и чувствами. Режиссер предвосхитил трагедию, вглядываясь в души и оплакивая мечты простых людей. Но, к сожалению, недостаточно цитировать Серджио Леоне или вдохновляться им. Нужно вдохнуть жизнь. Этого-то и не хватает картине.